Привет, друзья! На связи печный мастер Александр Бушуев. Кладка печей каминов барбекю в Екатеринбурге, Свердловской области, а также изготовление дизайн-проектов на заказ. Сегодня у нас 30 мая. Мы приехали класть печечку. Небольшая предыстория. В общем, приехал я на свою площадку. Ко мне подошел человек и спросил: вы случайно не Александр Бушуев? Я говорю: да, это я. Он говорит: а я ваш подписчик. В общем, вот встретился с подписчиком моего YouTube канала. Было очень приятно. Наступил на гвоздь. Не проткнул, не переживайте, не проткнул ногу. Итак, мы находимся в садовом доме. Здесь была старая печка. Стояла прямо на полу. Ну, было какое-то небольшое выселение. То есть мы также будем класть печку на пол, подключать к этой трубе асбестоцементной. Диаметр трубы где-то 125, наверное. Оп. Даже небо видно. Вот, значит, будем просто класть трехходовку обычную, грубо говоря, щиток с каналами и топка. А район топливника будет без футировки, поэтому я его буду выкладывать из огнеупорного кирпича. В общем, сейчас железный лист кладу. Первый ряд положим старым кирпичом, потом начнем класть новым. Сделаем привязку. Привязку будем делать, я не знаю, перегородку они, наверное, будут восстанавливать, новую делать, поэтому привязку будем делать либо от этой стены, либо от этой. Ну, посмотрю. Сейчас повешу свет и начнем потихоньку класть. Приятного просмотра. Основу взял от этой стены, параллель, перпендикуляр, то есть прямые углы. Ну, конечно, отвешал сначала трубу, то есть у меня труба вот в это место встала. Так, значит, первый ряд я положил. Времени вообще снимать нету, капец просто. Либо работай, либо снимай. Первый ряд, ну, что у нас первый ряд под полом, второй ряд, третий ряд кладу, начинаю делать каналы, ставить дверки. Значит, второй ряд я положил, померил диагональ, у меня получилась разница 2 мм, то есть допустимо до 5 мм перепад по диагонали. Но диагональ меряем только тогда, когда выставили горизонтальную плоскость. Если у вас по горизонту будет завал, то как бы все эти ужинки и прыжки по изменению диагонали сводятся на нет. Вон Саня кирпич несет. Так, в общем, третий ряд положил. Зазоры. Зазорчики, 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 зазорчики. Тоже, да, есть зазорчик. В общем, оставляем место под зольную камеру. Дальше у нас начинает формироваться канал, то есть нырок. Здесь будет стойка стоять, и нырок будет раз так, огонь сюда будет нырять и уходить уже в систему каналов. Кстати, там надо добавить пол кирпича, канал, рассечку. То есть у нас пойдет сначала вверх, потом вниз и вверх. И между вот этими каналами в этом месте где-то будет вьюшка стоять, переключаться на летний ход. Итак, четвертый ряд нашей печи на полу. Напоминаю, что у нас печка стоит без фундамента, она стоит на полу. Разрешается по литературе, написано установка кирпичных печей на пол весом до 750 кг. Заходи, не ссы. Итак, значит, в прошлый ряд я половинку забыл положить, показываю две половинки. То есть у нас ныряет сюда, здесь будет у нас подвертка и поднимается вверх. Так, ну дверки сейчас ситуация-то какая возникает, что нужно перекрывать. Получается не очень удачно. Кирпич-то получился. Нужно было рассчитывать с перевязкой. То есть перекрывать не очень удобно сейчас будет, потому что и здесь кирпич, и там, и тут. В общем, сейчас будет возиться. Итак, значит, сюда мы кладем 3 кирпича, поскольку изначально я планировал колосник, у меня другой должен был быть, РД6 изначально, то есть он больше, длиннее. А поскольку РУ2, значит, сюда, в это место я положил 3 кирпича. Дальше под 45 клинышек сделал. Вот таким вот образом я ушел от той штуки, чтобы у меня перевязка была все везде красиво. Под 45 запилил кирпичик. И в нем выбрал 2 на 2,5, что ли, глубиной 2 подколосник.
Зазорчики делаем обязательно. Заполняем каолиночкой. Здесь я ничего не стал забивать. Сейчас здесь перекрываю следующим рядом. И там делаю подвертку. Значит, сделал я 6-й ряд. Как я и говорил, район топливника я делаю огнеупорным кирпичом. В перевязку с красным буду. Ничего страшного не будет. Как показала практика. Вообще, честно говоря, давно не клал канальные печи. Вот все сообщество наше печное, современное, как-то все помешано на колпаках. Заказчики все помешаны на этих колпаках. И, честно говоря, даже немножко позабыл, как делать канальные печи. Угу. Так, поставил, значит, я топочную дверку. Делаем зазоры. Классник РУ-2 на вату положил. Подвертки. Значит, в этих местах можно немножко срезать под 45 градусов. Что эту подвертку, что ту подвертку. То есть движение газа будет лучше. Но тут как бы у меня и так с тягой проблем не будет. Труба высокая. Поэтому я не буду ослаблять кирпич. Итак, значит, 8-й ряд. Ну, сюда, в принципе, повторяется 7-й. Все то же самое. Перевязка красного с огнеупорным, с желтым. Шамотнем. Ничего хитрого. Трубу потом домкратом будем пробовать поднимать. Потому что пробовали так поднять, не пошла. Поближе кладочку подведем, доточки проставим и будем немножко приподнимать. На прошлом объекте, кстати, тоже труба не пошла. Тогда не догадались. Под домкратить обрезали. Ну, там, в принципе, она была высоко над коньком. Здесь она очень низко. Так, значит, у нас 9-й ряд получается. Ну, в принципе, тут все стандартно. Ничего нового. Единственное, я изменил немножко разбежку, чтобы перекрыть без всяких клиньев. Так, висящий кирпич будет напрямую. Ну, единственное место добавил. Вот так вот сделал. Кто в комментах напишет, почему я так сделал. Итак, значит, у нас сегодня 2-й день. Время 8 часов 30 минут. Вчера закончили это также в 8:30 вечера. Сегодня хотим закончить. Значит, сейчас складываю последний ряд шамотного кирпича. Делаю разметку под плиты. Вырезаем, ставим плиты. 2 составные будут плиты. И дальше у нас уже будет подниматься только щиток с каналами. То есть, если будете делать разметку первоначально, то есть лучше вот на вот такой кирпич ставить поддувательную дверку, чтобы потом все дверки там все сошлось, чтобы можно было перекрыть беспроблемно. Не тратить лишнее время. То есть я всегда кладу и потом подрезаю, когда подсыхает раствор. Шамотный кирпич вообще можно расшивать и чистить через день, через 2. То есть, ну, расшивать, по крайней мере, чистить можно вообще потом, когда он подсохнет. Потому что если начать тереть так, то все размажет. Итак, значит, 10-й ряд. Вырезы сделаны под плиту. Сейчас пока плиту перевернем, положим аккуратненько, чтобы на нее можно было кирпичик складывать. Плиты все обработаны у нас, вся чугунина. Плита вырезана в 2 плоскостях. То есть у нас этот размер у плиты 340 получается. А это от большой плиты мы взяли, кусок отрезали. И у нас размер вот этот получился 270 миллиметров. То есть так 410 плюс 270 резанули. Каналы более-менее подчистил. Сейчас дам свет. Когда он подсохнет, так раствор лучше подрезать. Все, у нас сейчас начинается щиток с каналами. Итак, значит, перешли мы на отопительный щиток. 3 канала. Поднимаем. Тут комментировать особо нечего. Не забываем делать зазор, чтобы здесь больше можно было плиту поменять. Значит, у нас между этими каналами будет еще дополнительно летняя вьюшка стоять. Летний ход. То есть у нас будет дым подниматься вверх и не вниз уходить и вверх, а сразу направо и в трубу уже будет он уходить. Так, значит, 13-й ряд. Не забываем перевязывать, чтобы наши половинки не выпали. Ну, я их вот раз перевязал, потом аж еще раз. Ну, посмотрю. Там потом вьюшку надо будет еще ставить. Сколько разбирал печей, ни разу не видел, чтобы что-то где-то падало в канале. Ну, то есть, чтобы
стенка, допустим, если она не перевязана, чтобы она куда-то упала. Вообще никогда такого не видел. Кто-то там, бывает, там люди спрашивают, ну, кто-то даже писал на ютубе, что ли, что кому-то там завалило кирпич, так вот, без перевязки, на ребро стоял. Я, в общем, колпак разделял ребром, сечку делал на ребро, и мне там кто-то написал, что почему ты так тонко делаешь, она выпадет у тебя. Вот, ну, ни разу не выпадал, ни разу не видел. Сколько, я очень много разобрал печей. Кирпича у нас в обрез, поэтому я здесь половиночку убрал. Вот такой у нас 21 ряд, в 20 ряду убрал половиночку. Здесь мы ставим летний ход, задвижечку. Ну, тут как бы так она, сильно ее притапливать не надо. Тут задача это чуть-чуть пропускать газики. Нормально. Можно притопить ниже было. Я планировал ее выше ставить, но у нас кирпича не хватает. Поэтому у нас печка чуть пониже получится. Так, ну вот, в принципе, вишечка стоит летнего хода. Еще хитрого. То есть ее открываем, когда у нас газы и стопки вот так вот идут вниз, потом уходят туда, поднимаются вверх и поворачивают направо, опускаются вниз и в трубу. И в том случае, если у нас вьюшка летнего хода открывается, газы по первому каналу поднимаются вверх и через эту вьюшку проходят и сразу устремляются в трубу. Да, Сань? Да. То пойдут так они? Итак, это у нас 24 ряд уже. Подготовил я площадку для закрывания каналов. Каналы почистил. Сейчас еще раз дочищу контрольно. Труба. Задвижка. Общий вид из комнаты с задней стороны. Будем закрывать старым кирпичом. У нас кирпича, потому что не хватило. Ну как, точнее хватило, только без запаса. Так, значит, 24 ряд. Поставил задвижку, вишку ЗВ3. Перекрыл старым кирпичом. Еще ряд накрою. И потом еще вокруг трубы рядок положу. Итак, закончили мы кладку печи. Сейчас время 6 часов. Мы все убрали, все прибрали, даже подмели. Вынесли весь мусор. Значит, на печку у нас ушло 250 красных кирпичей, 50 шамотных. Плита у нас составная из двух частей. Стандартная плита идет P1.5 и обрезок от цельной плиты 27 сантиметров на 3,4 получился. Дверки чугунина, заложены на проволоку. Летний ход и вьюшка для трубы. Труба вошла прямо то есть, в кирпич, то есть диаметр у него маловат будет для такого, ну, для печи, то есть можно делать больше диаметр, трубу увеличивать. На связи был печной мастер Александр Бушуев. До новых встреч, пока-пока.